Привет! Я продолжаю говорить о симулированной реальности или смоделированной реальности. Вычислительная теория философии – это теория, утверждающая, что познание – это форма вычисления. Это имеет отношение к гипотезе симуляции. Думая о гипотезе симуляции, ее история, философский контекст и так далее, я обязательно сделаю очень подробное видео. В общем, имеет отношение к гипотезе симуляции в том смысле, что иллюстрирует, как симуляция может содержать сознательных субъектов, виртуальных людей. Например, хорошо известно, что физические системы могут быть смоделированы с определенной степенью точности. Если вычислительный подход верен, и если нет проблем с созданием искусственного сознания или познания, это установило бы с точностью теоретическую возможность смоделированной реальности. Тем не менее, взаимосвязь между познанием и феноменальными качествами сознания оспаривается. Вполне возможно, что сознанию требуется жизненно важный субстрат, который компьютер предоставить не может, и что смоделированные люди, хотя и ведут себя соответствующим образом, были бы философскими зомби. Это подорвало бы аргументы Ника Бострома. Мы не можем быть симулированным сознанием, если сознание, каким мы его знаем, нельзя смоделировать. Однако скептическая гипотеза остается неизменной, и мы все еще могли бы быть мозгами в бочке или в колбе, существующими как сознательные существа в смоделированной среде, даже если сознание невозможно смоделировать. Было высказано предположение, что виртуальная реальность позволяет участнику испытать только 3 чувства – зрение, звук и, возможно, обоняние. А имитируемая реальность включает все, включая вкус и осязание. Некоторые теоретики утверждали и утверждают, что если версия вычислительного подхода, математического реализма или радикального математического платонизма, сознание это вычисление верна, то это допускает симуляцию. Ханс Моравик исследовал гипотезу моделирования и выдвинул своего рода математический платонизм, согласно которому каждый объект, включая, например, камень, можно рассматривать как включающий все возможные вычисления. Сон можно считать разновидностью симуляции, способной одурачить того, кто спит. В результате нельзя исключать аргумент сна. Одним из первых философов, поставивших под сомнение различия между реальностью и сном, был Чжуан Ци, китайский философ. Он сформулировал проблему следующим образом, как сон о бабочке. Перевод Уотсона. Однажды Чжуан Ци приснилось, что он бабочка, порхающая, довольная собой, делающая все, что хочет. Он не знал, что он Чжуан Чжоу. Вдруг он проснулся, и вот он твердый и безошибочный Чжуан Чжоу. Но он не знал, был ли он Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он бабочка, или бабочке приснилось, что он Чжуан Чжоу. Между Чжуан Чжоу и бабочкой должно быть какое-то различие. Это называется трансформацией вещей. Философские обоснования данного аргумента также были приведены Декартом, который был одним из первых западных философов, сделавших это. Декарт утверждал, что нет определенных признаков, по которым мы могли бы четко отличить бодрствование от сна, и далее приходит к выводу, что возможно, что мы спим прямо сейчас, и что все наши восприятия ложны. Австралийский философ Дэвид Джон Чалмерс обсуждает аргумент сна и отмечает, что он проявляется в 2 различных формах. Что в данный момент человек видит сон, и в этом случае многие из его представлений о мире неверны. Что человек всегда видел сны, и в этом случае объекты, которые он воспринимал, действительно существуют в его воображении. Как аргумент сна, так и гипотезу симуляции можно рассматривать скептически, однако высказывая сомнения, точно так же, как Декарт отмечал, что его собственное мышление привело его к убеждению в собственном существовании, существование самого аргумента свидетельствует о возможности его собственной истинности. Аргумент сна используется для разработки других философских концепций, например, персональный горизонт Вальберга. Каким был бы этот мир внутри, если бы все это было сном?